Привет, народ, всем здрасте! Привет, меня зовут Сава, это шоу «Известь», а вернее наш специальный цикл под названием «Известь Брикс», где ко мне приходят уважаемые гости, выбравшие нашу страну своим вторым домом или местом для ведения бизнеса. И мы продолжаем говорить про Индию. У меня снова в гостях господин Акашдип Сингх, бизнесмен, который в России работает, вы только вдумайтесь, уже практически 30 лет. 30 лет практически здесь. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Вновь рад видеть вас в нашей студии. Взаимно. В прошлый раз мы с вами говорили о различных товарах, которые экспортируются из Индии в Россию, из России в Индию. Вы говорили о том, что какие-то вещи там представлены пока не так широко, возможно, как хотелось бы. Сыры наши упоминали, спиртные напитки в том числе. И вот давайте поговорим о бизнесе, мы много говорили в прошлый раз, давайте поговорим о каких-то конкретных вещах. Вот за те 30 лет, которые вы в России практически уже провели, как ваши пищевые пристрастия поменялись и поменялись ли? Какие блюда из российского, широко берем, да, из российского кулинарного многообразия вошли в ваш рацион и вы их полюбили? Вы знаете, со мной немножко сложновато, потому что я вегетарианец. Угу. Я вообще мясо не ем, поэтому, конечно, мои вкусовые предпочтения менялись за это время. Я стал значительно больше есть салатиков, да, то есть я уже говорил, что мне очень нравятся некоторые российские салатики. Мне очень нравятся там вареники, мне нравятся сырники, мне нравятся те моменты, которые, я без мяса могу есть. Я стал значительно меньше потреблять перца. Угу. Было время, когда я стал больше пить чай. Потому что в России чай очень много пьют. Угу. В Индии тоже пьют, но чай без молока, скажем так, да. Так что, понятно, за столько лет, конечно, у меня вкусовые моменты, они поменялись очень много. Что еще? В принципе, да, то есть я больше и больше стал есть как россияне наверняка. В Индии, например, у нас завтрак, он очень плотный, да. То есть люди обычно едят там, в Северной Индии тяжелые лепешки. Я, например, там больше люблю фрукты, там какие-то такие вещи. Хотя и сырники нелегкие, скажем так, но тем не менее. Вот. В основном как-то вот так вот. А как с индийской кухней в России? Вот с индийскими ресторанами, кафе? Вообще, индийская кухня здесь, она похожа на ту, что в Индии? Или это все-таки адаптация под вкусовые рецепторы местных? Нет, индийские кухни здесь есть, и она достаточно неплохо представлена, но может быть не так, как в Лондоне, например, да, или в Нью-Йорке. Но, тем не менее, достаточно хорошо представлена, и мне кажется, его адаптировали не по российский вкус, а, скажем так, более мягче, скажем так, западный вкус, да. Но, тем не менее, она настолько сейчас становится популярной. Вот я был в Питере на днях, и там видел наш северноиндийский напиток манговый ласси. То есть манго, мне кажется, для россияне это такой прям очень-очень популярный фрукт. Да. И наверняка, вы знаете, что манго, например, это у нас называется в Индии король фруктов. И в Индии есть больше 40-50 сортов манго, которые мы потребляем. Угу. И жаль то, что они, конечно, все здесь не попадают, но тем не менее. Для Питера манго это вообще, мягко говоря, экзотическая вещь. Да. Один бы сорт какой до Питера доехал, уже хорошо. Куда уж там 40-50. Да. Праздники, российские праздники. Как вы... индийские, понятно, что вы наверняка отмечаете. Индийские традиции вы наверняка поддерживаете тоже, да, в России. Я поддерживаю индийские и российские традиции. Вот 8 марта это целая тема наверняка там для всех, и для меня тем более сейчас. То есть мне кажется, что когда я еще жил в Индии, у нас мы больше отмечали Valentine's Day, да, День Святой Валентина. А когда я попал в Россию, то, потому что между ними разница небольшая, но я уже забыл под День Святой Валентина, и мы больше отмечаем 8 марта, а потом, конечно, 9 мая для меня достаточно такое немаловажные моменты, потому что
то, что делали ваши предки для этого мира, это очень-очень достойно. И, в общем, его нельзя забывать ни в коем случае. Новый год, конечно. Новый год, понятно, Новый год это вообще там, это целый там ряд выходные, праздники. Это месяц, в общем. Это, да, целый месяц. Это, в общем, месяц. Да. Тоже все это отмечать. То есть у вас праздников стало... Когда вы сюда переехали, в вашей жизни количество праздников удвоилось. Удвоилось. То есть индийские остались, российские добавились еще. Да, точно. Ну, понимаете, там есть другая нюансы, что российские праздники мне все равно звонят с Индии по работе. И индийские праздники мне все равно звонят из России. Поэтому... Но на самом деле это тоже важная вещь, и мне кажется, хранить национальную идентичность очень важно, когда ты оказываешься в иной среде, принимая правила и законы той среды, оставаться и в своих традициях тоже. Например, вот головные уборы, скажем, да, они же что-то символизируют еще помимо всего прочего. Да, то есть я отношусь к одной из наций в Индии, нас называют синхи или сикхи, да, то есть это в основном людей, которые появились от разных вер, потому что в Индии нужны были защитники, да, то есть мы в основном военные люди, или, если правильно сказать, на тот момент как камикадзе, да, японские, которые должны были выйти, защищать, и очень часто они, умирали. И как цивилизация дальше дальше росла, этих людей оставались, стало спокойнее, и мы, например, пришли из Северной Индии, и достаточно много из нас людей, они в армии, в административных местах, бизнесах. Редко мы работаем над кого-то, то есть это реже ситуация происходит. Вот. И есть такие же правильные, обычные правила, которые есть у любой веры, то есть не убивай, защищай, дай 10% своего дохода более бедного человека. Общечеловеческие ценности. Да, общечеловеческие. Но интересно в нашем вере то, что, например, мы верим в Святой книге, как гуру, да, наша, как учитель. И там есть рассказы или там вещи от разных вер. То есть это, я не могу сказать, что... просто основа религии – это должна быть то, что ты должен уважать других так же, как ты себя уважаешь. Поэтому люди в нашей вере, они как бы либо военные, либо административные люди. Но и храм наш, кстати, тоже есть интересный момент, я вам расскажу. Архитектура сикховский храм, она сделана так, что там есть 4 входа и выхода. Да? То есть это символизирует то, что мы принимаем людей от всех 4 сторон. И всегда в любом точке мира вы можете попасть в сикховский храм, и вам обязаны бесплатно кормить. То есть любой человек, независимо от любого человека, независимо от его нации. То есть, есть некоторые таких моментов, традиций в наших культуре, которые, мне кажется, неплохие. Конечно. И вы их сохраняете, собственно, несмотря на то, что находитесь далеко, скажем, от своего дома. Да, мне кажется, что человек не должен забывать свое происхождение, не должен забывать свой язык, не должен забывать свою культуру. Но при этом он должен учиться у других тоже. Понимаете, когда ты открыто, ты учишься у других культур и религий, понимаешь. Вот, например, мне очень импонирует еще буддизм тоже. Вот, я считаю, это достаточно такой интересный, глубокий религии. И христианство тоже есть свои положительные, хорошие, таких интересные моменты. Как и в любой, наверное, как у любой религии. Ислам, джайнизм, я думаю, иудаизм, всех. В принципе, все говорят одно и то же. Только с разными подходами, моментами, скажем так. С ментальными некими особенностями и другими. Но по сути это все одно и то же. Это всегда про какой-то гуманизм и про хорошее отношение к ближнему. Точно, в основном. Точно. Мы с вами в прошлый раз говорили по поводу того, как одеваются, например, в России, и вы говорили о том, что насколько изменилось качество вообще и подход людей к внешнему виду, как одеваются девушки в России. Да? Вот интересно, как одеваются, например, в Индии девушки и как одеваются в России. Это совершенно, две разных, мне кажется, совершенно вселенных, да? Две разных истории. Здесь более откровенная, скажем, особенно летом, к счастью. Да.
В Индии более такой ортодоксальный, скажем, внешний вид. И знаете, я бы не сказал бы настолько большая разница. Уже, наверное, да, и сейчас не такая. Современная Индия, она тоже, так, знаете, там, это силиконовая долина Индии или Болливуде можно видеть, как современных молодые люди, девушки, мальчики одевают. Да, понятно, что в России это как бы достаточно давно, и люди как-то более раскрепощенно себя чувствуют, видят и ведут, но там тоже сейчас меняется много чего, и, например, мои люди в моем поколении и даже дальше, они достаточно комфортно себя чувствуют и одевают практически как девушки в России, практически. Ну, с какими-то поправками все равно на традиции, грубо говоря. Какие-то поправками, ну, например, может быть, очень откровенная одежда вы не увидите там людей, целующихся на улице. Ну, то есть какие-то такие моменты. Ну, а так в целом рваные джинсы или там топики, или это все там тоже есть. Ну, и это, в общем, не вызывает никакого в обществе там осуждения? Или есть какие-то касты, которые... Вызывает, но мне кажется, современная молодежь особо на этом не обращает внимания. Они не особо заморачиваются, скажем, с тем, что ему скажет представитель старшего поколения. Переоденься. Да, уже немного. Да. Ну, вот мы говорили, что как раз про большие города, про Москву и Петербург. Как-то в Петербурге даже манго, оказывается, есть. Да, манговый ласси. Опять-таки. А в регионах России много ли вы бывали? Что на вас произвело впечатление? Да, я не могу сказать, что я был в очень глубоком каких-то регионах. Ну, я был в Краснодарском крае, в Ростов, Чувашия, Республика Чувашия, Красноярск. Как бы область Питер, понятно, Тверская область и Твери, то есть, я бывал много. Понятно, что там жизни как бы попроще, и людей как бы там все не так сверкает. Ну, собственно, что вас впечатлило, скажем, в России, в Москве? Природа, может быть. Природа однозначно, как бы об этом даже спора нет, что природа российская, она шикарные, знаете, все широких места. Вот я недавно ездил в Питер на машине, я часто езжу, и несколько сотни километров, одни красивые деревья, и это все там, знаете, зелень. Просторы, это удивительно, удивительно красиво. И зимой, и летом, и весной, и осень. Конечно, впечатляет очень сильно. А вы вообще зиму любите? Именно, потому что, понятно, что это такая вещь не для всех любимая, скажем, даже среди тех, кто здесь живет. Да, я бы сказал, я не то, что его ненавижу. Но что-то близкое, да? Меня нравится, когда зимой солнце, да, то есть меня больше убивает, особенно в Москве, ноябрь, декабрь, январь. Кого это только не убивает. Сирота, да? Так в целом меня зима не смущает. Если будет солнце и будет минус 15-20, мне хорошо. Воздух очень чистый. Когда, знаете, уже снег уже есть. Уже улеглось, Сашу все прибил. Гулять по вечерам, это хорошо, днем там выходные. Лучше всего в Сочи, конечно, в Красную Поляну поехать. Там солнце, там снег, и там хорошо. Потому что то, что вы говорите про ноябрь и декабрь в Москве, это то, что в Питере всегда, а в Москве... Да, в Питере это, часто. А в Москве это ноябрь и декабрь как раз. А про русских людей мы с вами говорили в прошлый раз еще, про открытость и про прямолинейность. И, кстати, многие это отмечают, с кем я разговариваю в этом цикле, что это как плюс в общении, так бывает и минус, когда это приходит к деловым каким-то вещам. Это русская открытая прямолинейная душа. Все-таки больше в этом плюсов для развития, в том числе и бизнеса, или это порой становится барьерами, наоборот, для принятия каких-то решений? Вы знаете, мне кажется, это очень субъективно, потому что люди есть разные, да. То есть кто-то в жизни любит, чтобы ему четко, ясно, напрямую сказали, и он понял для себя, да. И ему легче так живется. А есть людей, которые не любят такой, знаете, прямоту, потому что им они чувствительны более к таким вещам, да.
для меня лично, как бы, я думаю, что где-то золотой серединка должна быть, потому что нельзя, например, деловые отношения показывать все свои эмоции или показывать неудовольствие, потому что, вот какая-то тактичность должна быть. А в жизни, может быть, в обычной жизни, друзьями, это хорошо, когда ты откровенно все говоришь, выражаешься, потому что личные отношения – это немножко другое. Угу. Ваш основной круг вот близких друзей – это уже россияне, скажем, русские люди, или это все-таки индийцы, которые здесь осели и здесь тоже работают? И то, и другое. И то, и другое, да? Но я в последнее время даже, может быть, чуть больше общаюсь с россиянами. Угу. Так сложилось, что моя семья сейчас временно не здесь. Угу. Вот здесь сидит мой близкий друг тоже в зале. Угу. Еще другие друзья, которые я часто с ними общаюсь. В общем, и притом я бы не сказал бы, что они все русские, они россияне. Россияне, да. Да. Широко берем, да. Начиная там наверняка с Беларуси, Советский Союз даже, заканчивая до наверняка Владивостока, да, то есть там татары, там русские, там с Бурятии, и там разные. Угу. А семья у вас сейчас не в России живет? В данный момент нет. В данный момент нет. Но ваша жена, дети, Да. соответственно, они как они глубоко погружены, скажем, в русскую культуру? Знают они русский язык, дети вот у вас? Конечно. То есть они хорошо говорят по-русски? Например, дети у меня учились здесь в школе при посольстве Индии, поэтому, скажем так, они не так усовершенствованно говорят по-русски, но тем не менее они хорошо говорят, прилично говорят и понимают, и общаются, и, в общем, играют в дворе, то есть там у них друзья разные, там из разных стран, из разных национальностей. И им нравится вообще? Вот они говорят, папа, поехали в Индию? Или куда-нибудь еще, не обязательно в Индию? Вы знаете, мне кажется, что обычно у среднестатистической индийской семьи понятие мир, она как бы до определенного возраста это связано с родителями. Да? Ну да, где родители, поэтому там и где все, и весь мир. Где да. у папы свой мир, где у мамы свой мир, они, конечно, это больше любят. Ну, им, конечно, приятно, когда они прилетают в Индию или в других местах. Это немножко другой, особенно в Индии их очень балуют, потому что они здесь живут, да, скажем так, поэтому им каникулы они проводят туда, но в основном они бывают и здесь, в Москве. Я вот сейчас подумал, вот какие есть стереотипы у россиян, вот, скажем, при знакомстве или работе, вообще об Индии? Вот я просто сейчас пытаюсь представить себе набор стереотипов вот среднестатистического россиянина о человеке из Индии. Вот какой он? И как он развеивается при реальном знакомстве с настоящим представителем Индии? Вы знаете, в россияне тоже можно разделить в несколько категорий, да? То есть есть людей, которые, я бы сказал, очень грамотные, образованные, и они духовно развивались. Да? Для них Индия, например, страна, куда надо ехать для духовного развития, для медитации, для йога. Или там туда надо ехать, чтобы там чувствовать вот эти вот запах пряности, вот это вот все моменты, да, Восток. Погрузиться, да? Именно в весь контекст страны, да. И они как раз хорошо относятся к тех недостаткам, которые там есть. А есть те часть россияне, которые, может быть, много историй не читали, или они не знают. Для них в Индии она связана с коровами, с грязью, из разных таких антисанитарий. Самый верхний пласт такой ассоциации. В России медведи и балалайки, да. В Индии коровы и представьте себе, если мне кто-то скажет, что у вас в Москве медведи ходят на дороге, я скажу, вы немножко не соображаете. Вечно наверняка. Идет снег, все серое, и ходят медведи, и все. Москва это, мы с вами знаем, это один из красивый город в мире, один из самых красивых городов в мире. Поэтому стереотипы, они зависят от, скорее всего, тех людей, на какого уровня у них интеллекта и понимания вещей. Вот у меня часто бывает, когда в интервью, YouTube или где-то там, я читаю комментарий,
И я удивляюсь, что люди иногда там, у них совершенно непонятные впечатления или понимание об Индии. То есть мы говорим о стране, где 1 500 000 населения, где 25 штатов, где это 4-я, 5-я, одна из самых крупных экономик сейчас в мире. Это страна, которая 200-250 лет назад создавала 25% мировой ВВП. То есть и за 200 лет, которые мы под англичанами вели, нас довели до определенного уровня. Поэтому там есть и истории, там есть и проблема, понятно, как и любой страны. Да. Поэтому стереотипы есть, они разные, но я стараюсь сильно не обращать на это внимание. Люди, которые образованные, воспитанные, они все это понимают, и они относятся к человеку как человек. Угу. И мне кажется, как раз благодаря вот таким историям, как ваша, то есть человека, который 30 лет работает в этой стране и живет 30 лет, это целая жизнь, да, по большому счету, да. проведенная в другой стране. Эти стереотипы как раз перерастают из представления «там ходят коровы» в то, что это огромная страна с гигантской культурой, как и Россия, как и русские люди, приезжающие в Индию, например, развеивают стереотипы о балалайках. Да. Вот давайте представим, что проходит еще там 10-15 лет, вы в России. Что с вами, вот как вы думаете, будет происходить через 15 лет? Каким вы видите себя и свою жизнь вот через какой-то еще такой серьезный промежуток времени? Вы знаете, мне бы хотелось бы делать значительно больше для развития отношений между Индией и Россией. Потому что, скорее всего, голод, чистый заработок, финансовое благополучие, оно уже нет на такого уровня. Поэтому я себя вижу как, скажем так, знаете, российский посол в Индии для развития отношений. Потому что мне кажется, что я очень сильно погружался в этой стране. И несмотря на то, что я здесь не учился, и у меня жена не русская, и какие-то такие моменты, я эту страну люблю, несмотря на то, что я иностранец. И я его понимаю, главное. Я его понимаю до корней просто. И для меня, например, в данный момент жизни легче понять, общаться и объяснять, как думает русский человек иногда, чем индиец. Потому что большую часть моей жизни я сейчас уже проводила здесь. Поэтому мне бы хотелось бы, это может звучит немножко идеализированно, мне хотелось бы что-то делать для России, страны в Индии, что это облегчало эту страну, народу как-то, знаете, какой-то такой вот большой-большой клад. И опять же, стать вот этим мостиком, в том числе между разными культурами и разными бизнесами. Потому что, несмотря на то, что сейчас, казалось бы, доступность информации в разы выше, чем когда вы сюда приехали, у нас есть интернет, у нас есть возможность за секунду узнать любую историю, любую информацию. Вот человеческий фактор и общение живых людей между собой, что в бизнесе, что может быть просто в ресторане, в досужей беседе между друзьями, это гораздо более важно, чем любая статья в какой-нибудь условной Википедии. Потому что за 2 наших с вами разговора мне стало гораздо понятнее, что такое Индия и насколько это прекрасная страна, которая, к счастью, является еще и другом нашей страны. Акашдип Сингх – прекрасный человек, отличный собеседник, бизнесмен, который уже 30 лет работает в нашей стране и, самое главное, любит ее. Меня зовут Сава, это было шоу «Easy with Bricks». Огромное вам спасибо. Все, до встречи. Пока.